Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. На связи Алексей Николаевич прямо сейчас в прямом эфире. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо за то, что вы дождались нашего сегодняшнего эфира. И огромное отдельное спасибо всем пишущим комментарии и в предложку, и в личные сообщения. Как, что, где? Арестович, на месте Арестович. Тем более, что сейчас есть что обсудить. Значит, о формате нашей беседы, он традиционен. QR-код, который видите возле Алексея Николаевича, это его школа личностного роста. Переходите, интересуйтесь лекциями, семинарами. QR-код, который видите возле меня, это возможность задать вопрос. В первых рядах он прозвучит непосредственно, да, то есть на сессии вопросов и ответов. Также вопрос можно задать и, конечно же, в клубе зрителей Шелеста, и, конечно же, в сообществе YouTube. Там собирали целых 3 дня эти вопросы. Но все, конечно, не охватим, но самое острое обязательно сегодня обсудим. Также потом подключим, конечно, чат трансляции канала Александр Шелест и канала Алексея Николаевича Арестовича. В общем, общение бурное, общение по-настоящему интересное и важное нас ожидает в ближайшее час с копейками, 1,5 часа. В общем, приготовьтесь. Начнем традиционно с нашего сегодняшнего опроса. У меня на канале он звучит так. Зачем Зеленскому новый Кабмин? И варианты ответов. Значит, он заметает следы, хочет понравиться Трампу, чувствует развал или всех замазывает нелегитимностью. В общем, интересные варианты, и очень хочется послушать ваш. Состоялось, Арахамия презентовал список, да, перестановок, Шмыгаль теперь министр обороны, ну и так далее. То есть там как бы длинный список, но что это меняет, как вы думаете? Если выбирать из этих версий, то моя версия чувствует развал. Смотрите, главная история в этом всем – сокращение количества министерств. Это всегда упрощение управления. Упрощение управления – это всегда, когда оно плохо управляется, то мы что? То мы начинаем упрощать. Вот как в этой штуке. Специалисты говорят, что мы пользуемся, 5%, да, от функции, от возможности. А когда человеку предоставляют возможность дать обучиться, он говорит, это слишком сложно, это не для меня. Или слишком сложные пульты для телевизора. Вообще все, что слишком сложное, человек как машину осваивает, да, человек. Тут мне бы старый «Жигуль», там, где все понятно, а здесь слишком много кнопок, тоже не пользуется частью функции. Вот то же самое с любым управлением. Когда оно слишком сложно, хочется всегда упростить. А почему оно слишком сложное? Почему хочется упростить? Потому что управляющий контур соответствует уровню понимания того, кто управляет. Они просто избавляются от вещей, которые, достались по наследству в Кабмине, и функционал, который им не понять. Часто это бывает хорошо. Например, никто не знает, зачем нужно Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта. Но сам факт, что раньше они были нужны и благополучно существовали, то есть с них тырили деньги, и никто не парился, а теперь как бы уже даже денег не надо с них тырить. Это показывает, что они пытаются сконцентрировать управление. Значит, чувствуют развал. И это хорошо. Интересно. Что касается Шмыгаля, то там главное не то, что он министр обороны, а то, что как министр обороны он будет главой делегации, разговаривающей с россиянами. Поднимают представительский уровень, чтобы была возможность сказать, вот смотрите, мы серьезно относимся к теме, у нас бывший премьер, а у вас там какой-то историк. Как сказал Рютте, генсек НАТО про Мединского, но проблема в том, что Рютте сам историк. Это мало кто знает, но Рютте сам историк, и это так очень... Да, белый Бвана попытался там что-то посмеяться и так далее над каким-то там Мединским, над российской делегацией. Вот эта попытка посмеяться, такой замаскированный расизм, типа русские не люди, да, не вполне люди. Это для нас, для белых господ, это и есть основная причина этой войны. И видите, она прорывается до сих пор. И будет прорываться, потому что это вечная история. Не хотелось бы, конечно, вечную войну. Об этом мы тоже, конечно, поговорим с вами, о перспективах урегулирования. Но один есть нюанс, который я хотел бы уточнить в контексте управления, управляемости и так далее. Значит, Зеленский уже вышел с сегодняшним обращением к народу, да, он снова разговаривал с телефоном.
и наговорил следующее. Значит, Сметанин, теперь Герман Сметанин, Укроборонпром будет возглавлять. В общем, смысл и задача всех перестановок заключается в том, чтобы из 40% собственного оружия у Украины за полгода Украины стало 50%. Оцените, пожалуйста, эту составляющую. Ну да, там ключевая история была с Министерством стратегической промышленности, которое ни хрена не взлетело, хотя пыталось взлететь. Поменяли там 3 министров, и ничего не пошло. Я помню, как его создавали, и я был противником его создания, помню, еще во время всех этих многочисленных дискуссий в сфере национальной безопасности, потому что, ну, смотрите, у нас 4 экспортные конторы, которые занимаются экспортом вооружений. 4. Зачем? А потому что раздали каждое по силовое ведомство, там, и чтобы все силовики могли зарабатывать и контролировать друг друга. Ну, и, соответственно, кланы в Верховной Раде, в правительстве, да, и там в олигархате, и в офисе. Все были на прикормке живой валюты, которая поступает за торговлю вооружением. Вот. У нас несколько контор, отвечающих, сейчас уже не посчитаешь, отвечающих за производство вооружения военной техники. При этом гособоронзаказ за прошлый год не выполнен на 55%. Смотрите, вот куча министерств, Министерство обороны, Министерство стратегической промышленности, Укроборонпром и так далее. Вот куча ведомств, центральных органов исполнительной власти отвечает агентств и прочее за производство вооружения. А вооружение не поставляется в вооруженные силы Украины. Теперь смотрите, Зеленский ничего не говорит о том, что не выполнен гособоронзаказ, что под следствием 240 миллиардов, как написала Данилишина Смоглюк, Ольга, по-моему, или как ее, народный депутат, 240 миллиардов, или она, или кто-то там, я уже не помню, кто-то из народных депутатов написал, что общий объем средств, находящихся под следствием, как не заплаченные Министерством обороны, но не поступившие контракты, вернее, вооружение, военная техника, услуги и прочее, за прошлый год. 240 миллиардов. То есть деньги ушли, кто-то их поделил, реинвестировал, вывел и так далее. Да, армия ничего не получила. И ровно происходит у 7 нянек, дитя без глазу. Естественным решением является концентрация власти и усилий. Минстратегпром сливает с Министерства обороны, ставят опытного человека, премьера, который знает, как работает правительство, как работают все ведомства. 5 лет был премьером Шмыгаль, это очень много. Это самый долгоиграющий премьер в истории Украины, а может быть и в истории вообще такой должности, как премьер. За последние 80 лет, я не знаю, был ли премьер еще 5 лет у власти. И в надежде прекратить бардак в Министерстве обороны и во всех этих ведомствах его ставят с производством вооружений. Но Зеленский не говорит ничего по поводу невыполненных контрактов. И даже по объему потраченных и потерянных средств, по неэффективной работе министерств, потому что Зеленский везде, где победа, он не может признать неэффективность прежних своих решений. Вот если бы он сказал, да, я ошибся, а теперь мы исправляем свои ошибки, несмотря на то, что эти ошибки исправляются очень поздно, и у них катастрофические последствия в виде проигранной войны. Сердобольный украинский народ ему бы простил. Как же сумел признать свои ошибки? Понимаете, он этого не делает. Говорит, мы долю будем увеличивать отечественного производства. То есть у нас только победа, мы только вперед. Понимаете, только вот, значит, сейчас было 40, а будет 50. А вот это к вопросу о коммуникации еще. То есть он просто врет, утаивая истинные причины смены, не называя их, и так вот типа с пиара в пиарчик играет. Хайпа пиарчик было 40, поднимем 50, там удои навесим, как бы, да, покосы усилим и так далее. Ну, да, ничего не меняется. И не поменяется особенно, потому что, как говорится в старом анекдоте, здесь всю систему менять надо, а не людей переставлять и министерство сливать. Но почему попытка, понятно, потому что очень неэффективно тратятся средства на оборону и очень неэффективно работают конторы, связанные с производством вооружения, военной техники и поставок вооруженным силам и другим силовым структурам на 4-й год войны. Умеров легко отделался, получается. Миров очень легко отделался, уедет где-то там послом-перепослом, а вопрос, как его министерство переводило такие огромные деньги. 240 миллиардов на 50, это сколько? Почти 5 миллиардов долларов, да? Это как бы за скобками. Ну, так перевели, они куда-то делись.
Все, вы понимаете, да, логику? На 240 миллиардов заплатило Министерство обороны, и не поступили эти средства ни в каком... Они поступили на счета неизвестных лиц или известных, и никакой отдачи от этих лиц. Заплатили, а услугу не оказали. Армия где? Дайте мины, дайте снаряды, дайте портянки, дайте еду и так далее. А нет, где-то гуляет. Представляете у товарища Сталина такое, или хотя бы у товарища Путина? Вот Нет, ну хотя бы, да. У Путина представляли, ну У там, Путина садятся все эти товарищи. 60 лиц должностных Министерства обороны, включая замминистров, как бы, да, дружненько все находятся под следствием. А у нас нет. У нас надо просто взять телефончик и записать очередную бравурную речь о том, как мы поднимем и усугубим. некоторые даже стреляются у Путина. Да, да, если украинцы позволяют с собой так обращаться, им не надо обижаться на все, что мы тут говорим. Иногда я говорю. Как бы, да, ну, все очень просто. Люди сами себе назначают цены. Позволяйте с собой так обращаться, одобряете это, поддерживаете, не обижайтесь. Алексей Николаевич, Мгм. Свириденко, хороший премьер-министр. Я не знаю, какой она премьер-министр. Я ее знаю лично. Вот довольно хорошо. Человек, она, безусловно, очень хорош. Она просто по-человечески очень хороший человек. Насколько она профессионал, ни разу не видел, не слышал нареканий к ее работе. А вот какой она будет премьер, человек, который интегрирует в военное время огромное количество министерств и ведомств, это большой вопрос. Марьяна Безугла намекает, что Юля будет выполнять все, что скажет Ермак. Это простая функция, просто как перепевать правительству то, что говорит Ермак, чтобы он не сидел на каждом заседании. Правильно? Но посмотрим. Это никогда не бывает так просто. Посмотрим, что она будет делать, сколько оно стоит. У нее есть свое мнение. Каким премьером она будет, никто не знает. И я думаю, она сама не знает. Мы посмотрим. Как человек, она, безусловно, позитивный и очень хороший человек. Ну, по крайней мере, у меня опыт такой с ней общения. Но, честно говоря, это не в обиду Юли, это отдельно. С Юлей точка, с вашего разрешения. Все люди, которые потом оказывались жутчайшими коррупционерами во власти, негодяями и подлецами, все были в личном общении очень обаятельные люди. Это вот такой эффект. Как бы, да? Поэтому, да. Это Украина, это А это классно. везде так. Нет, Саша, это везде так. Это везде так, потому что есть очень большая разница между человеком как личностью, его общественной функцией и желанием использовать публичное положение для личных выгод, что, собственно говоря, и составляет суть коррупции по определению. Ты занимаешь публичную должность и используешь ее, как бы, да, имеешь власть, используешь. А так в жизни, да, они страшные бояшки. Все коррупционеры, которых я видел, страшные бояшки были. Глубокие люди, Гейне, Фауст. Алексей, вы так про Булгакова с Баумейстером записали. Я вот увлеченно слушаю вас по ночам. Все еще будет по-нашему, все еще будет хорошо. Потом узнаешь, бац, ну да, немножко своровали, там, миллиардов 5 у воюющей страны, а так все хорошо. Не, ну это ж как бы это не себе, это семье. И, ну как, не себе, людям, но Ну, это не себе, это список семье. людей прилагается, как говорит Паша. А это да. Значит, друзья, голосуйте, мы в конце подведем итоги и посмотрим, как бы, с чем этот Кабмин будут есть. Вот прям очень интересно ваше мнение, почему Зеленскому вдруг сейчас нужно менять правительство. Алексей Николаевич, сегодня в Newsmax Зеленский выдал потрясающую как бы, фразу, комментируя ситуацию с войной. Значит, Путин не хочет останавливать войну, потому что он боится, что 1 200 000 человек вернется из войны в Россию и начнется, в общем, бардак внутри России. Про миллионную армию Украины, помноженную, или как бы, да, на масштаб, на коэффициент ну, народонаселения, в общем, он не говорит. И делает опять реверансы в сторону Трампа, что, мол, Трамп закончит войну. Трамп не Байден. Трамп сможет. Сможет ли Трамп? О чем вот эта жутчайшая история фейков о том, что, в общем, Трамп чуть ли не просил Зеленского бить по Петербургу и Москве, не дает прям томагавки, вот эти бомбы, ракеты. А потом все испарилось. Вышел Трамп, вышла Левит, сказала: ах вы, гады, пресса, ну вас, неправда это все. Он ни за кого. Закончит Ну, войну тот, кто ни за кого. давайте по порядку. Значит, по поводу миллиона, который вернется.
Понимаете, даже президенту героическому, который 7-й год у власти и победоносно руководит страной, надо иногда включать мозги. Не часто, это Украина, ну раз в год, два, хотелось бы, чтобы включал. Теперь смотрим, численность вооруженных сил РФ. Бац! Увеличена 3-й раз за 2,5 года штатная численность. До начала составляла 1 000 000 численность, а теперь она, зараза, составляет 1,5 миллиона, эта численность. Значит, представим себе, что вне зависимости от того, заканчивается российская кампания в Украине поражением или победой, или там не поражением, не победой, он говорит, вернется в Россию. 700 тысяч, группировка, которая у нас, возвращается в Россию. И что? Их сразу распускают? Путин распускает армию или как? И они все дружненько расходятся по домам пить, курить и безобразие нарушать, беспорядки нарушать. Это военнослужащие. Они поедут в свои казармы, будут застилать кровати, чистить сапоги, ходить по уставу. Там будет особый отдел, военная полиция, прокуратура, ФСБ и прочее, прочее. За ними будут следить, они будут ходить по струнке, куда они денутся. Да, будут отдельные эксцессы, связанные с ПТСР и так далее. Но представить себе, что 1 000 000 человек разбежится и будет хулиганить и безобразничать, это очень большая ошибка. Что Россия первая страна, которая проходила массовую демобилизацию, но вот СССР проходил после Второй мировой войны. И что? Никто не помнит ужасы массовой мобилизации. Помнит холодное лето 53-го, когда Берия преступников выпустил. Но что-то как-то ужасная мобилизация, демобилизации никто не помнит. Наоборот, все вспоминают с радостью. Поэтому у Путина будет другая проблема. Не этих распустить, а новых набрать, чтобы штатную численность сохранить, потому что создаются новые соединения, объединения в том же Ленинградском военном округе там, и так далее. Вот на границе с Финляндией, Польшей и прочее, прочее. Так вот, вокруг Балтики. И ну, это абсолютно фуфловая история, которая яйца выеденного не стоит, про то, что они разбегутся и там что-то в России самой строят, надежды на балтийских матросов и прочее, прочее. Вот. Точно так же, как фуфловая история, что в Украине придут военные и все поменяют. Ничего они не поменяют, сразу вам говорю. Вот. Что касается истории с фейками, ну, смотрите, вокруг Трампа трется очень много разных людей. Его команда – это пестрейшее одеяло, лоскутное. И там в этой команде находятся люди очень разных взглядов, которые, мягко говоря, между собой не сильно дружат, а так и часто прямо ненавидят и готовы придушить. Но вот у нас Маск, который был вернейшим членом этой команды, создает третью партию, третий путь, все дела. Он еще дрался с кем-то, по слухам говорят. А вот еще были списки Эпштейна, который обещал опубликовать Трампа, теперь не публикует, там и прочее, прочее. И даже вот такие поверхностные вспышки, их достаточно для того, чтобы понять, что у него, мягко говоря, все очень сложно в команде. Тулси Габбард перестала выступать, а ведь была один из самых активных спикеров. Оценки выдавала и так далее. Поэтому я думаю, что часть команды, которая была заинтересована в эскалации с Россией, давала сливы или придумывала сливы, закидывала в прессу. Раз вариант. Вторая этому активно противодействовала, включая сам Трамп. Выходил и говорил, да не говорил я бить по Москве и Санкт-Петербургу. Что же вы такое наговариваете? Вторая версия – это Зеленский и Ермак, их компания. Зачем? Учитывая, что они как подставлять Трампа. Ну, вот смотрите, я просто не могу понять, объясните, пожалуйста, а зачем Трампа подставлять? Ты же хочешь ему понравиться, ты же хочешь, чтобы контракты исполнялись. Потому что вот смотрите, сегодняшняя история, ну, может, коснемся в эфире, если будет интересно, или кто-то вопрос задаст. История с бомбардировками президентского дворца в Сирии, это очень хороший, как бы, такой маркер. Мол, сейчас на Ближнем Востоке заваруха начнется новая. Причем там другие силы подтянутся, там турки, сирийцы, Европа вроде как Сирию поддержит. В общем, будет не скучно. И оружие надо будет туда. И, соответственно, вот эти все поставки, да, окей, конечно, Европа платит, американцы поставляют. Ой, нету. Ну, нету. И ничего не поставляют. Наоборот, надо как-то ласковым теляткой быть Зеленскому. Зачем подставлять Трампа? Вы же оцените красоту игры. Значит, что придумал Трамп в результате? Или там Трампу придумали? Он говорит, мы ничего не будем поставлять Украине. Мы будем поставлять все Европе. За деньги. Европейцы заплатят деньги. Америка заработает. Заработают оружейные компании, которые все принадлежат республиканцам.
прописью почти все, да, и его электорату считайте его спонсором и прочее. Консервативной такой Америки, старой доброй. И европейцы потом это передадут Украине. Если что не так передали, Америка не виновата. Виноваты европейцы, которые что не так передали. Ну, вот идеальная прокладка. То есть они пока не придумают, помните, когда-то я у вас сказал, они пока не придумают, как заработать, они никогда не сделают ни одного шага. Вот они придумали, как заработать, но тут невдача спіткала радянских спортсменов. И что у нас пошло? Франция. А как-то мы не собираемся. Оно и понятно. В Франции полный цикл своего производства. Они очень надеялись в Украину свое вооружение продавать. Итальянцы говорят, а у нас денег нет в бюджете. Чехи, святое, где Петр и Павел и прочее. Они говорят, ну, мы тоже как-то вот у нас другие схемы сотрудничества тоже не получается. И смотришь, никто, зараза, не собирается покупать, ни у кого денег нет на это. Чего? Немцы. Немцы купят. Немцы, конечно. А немцы же ведут переговоры о чем? О том, чтобы Трамп тарифы не поднимал на 30% европейцам с 1 августа. Отчаянно. Вы оцените красоту игры. Значит, идут торговая война, по сути, идет между США и Европой. Наиболее заинтересованы немцы в том, чтобы эта война разрешилась. И тут им Трамп говорит, о, они купят оружие и передадут Украине. Немцы такие, да, мы купим, Мерц, мы купим, мы такие купим, мы как передадим и так далее, и так далее. Не решен вопрос тарифных войн, решаются вопросы на десятки миллиардов долларов в перспективе передачи вооружений. Вы можете оценить, что происходит? Это фарс абсолютный. И вот он фарс закономерно начал разряжаться, когда европейцы заговорили, да мы не готовы покупать. Извините, денег нет, самим не хватает. Вот. Что касается Ближнего Востока, ну да, граница Турции и Израиля стремительно сближаются, зон влияния. Значит, чтобы вы понимали, в израильской армии после падения режима Асада и прихода Джулани к власти очень быстренько появились плакаты с силуэтами турецкой бронетехники, практически моментально. Вот они всерьез готовятся к столкновениям. А что происходит? Друзские провинции, прижатые к голландским высотам, компактное население друзов, они живут по обе стороны границы и у израильтян. И в Сирии, и при этом являются родственниками, это очень близкие связи, начали щемить боевики. Это бывшая Аль-Каида. Заодно друзов и христиан, которые там есть. Все лидеры христианских стран Европы. И сам Трамп, который за Джулани объявлял награду когда-то там 10 миллионов. А сейчас дружно ему жмут руки, несмотря на геноцид христиан, который тот устраивает. И вот израильтяне оказываются в ситуации, когда с одной стороны каток покатил щемить друзов, а с другой стороны израильские друзы ломанулись спасать своих соотечественников. Они стали там на КПП, разделили, и чтобы не было шкандаля, начали лупить по сирийским объектам. 167 целей поражено к моменту начала передачи, согласно официальных заявлений, включая Генштаб сирийской армии в прямом эфире, с намеком пункты управления, командные штабы, командные пункты связи, склады сирийской армии. И говорят, ребята, ну вы там как-то их тормозните, потому что мы за себя не отвечаем в таком случае. 2 дивизии Цахала, армия обороны Израиля, поехали на север туда становиться. В общем, в готовности сейчас мы вмешаемся и покажем. Но за спиной Джулани стоит Турция, за спиной этого наката 100% стоит Турция. И вот как бы все радостно ожидают, когда начнется прокси-война Израиля и Турции. Точнее, со стороны турок это будет прокси, а со стороны Израиля вполне себе как бы конвенциональная война. Это непростая история, и эту историю разгребает Соединенным Штатам. Вы совершенно правы, не только им, саудитам, там и всем остальным, которые являются естественным противником Турции в этом вопросе, потому что это война члена НАТО с ближайшим союзником вне НАТО. Вот. Что же делать бедному Ермаку Зеленскому? Надо бить во все колокола, чтобы привлекать внимание. А теперь смотрите, Трамп утром просыпается, а читает, он поощрял Зеленского к ударам по Москве и Ленинграду. Значит, надо как-то определяться. Надо выходить и говорить, да, поощрял или нет, не поощрял, или посмотрим. В любом случае они заставляют занять его позицию. А теперь смотрите, если нет, я не обещал, ах, подлец, он не обещал, а ведь в этом все дело. То если бы мы били, если бы они там наказанные были, если бы у них рейсы срывались, если бы они почувствовали, как нам плохо здесь, вот тогда бы Путин пошел на переговоры. Уже подставили. Если Трамп говорит, да, можно бить, Трамп сказал, что можно бить, вот мы и бьем, ага, Америка с нами. А если Трамп говорит, посмотрим, смотрите, он говорит, посмотрим, потому что это хитрая игра, и в конце концов мы обязательно ударим. На самом деле разрешил. То есть в любом случае они заставляют его занять позицию. Занять позицию – это всегда очень важно, когда ты заставляешь занять позицию президента США.
в военном конфликте. А это всегда можно обыгрывать в свою пользу. А они интригуют через прессу очень активно. Массовая скупка. Об этом знают все на Западе, все, кому положено. Массовая скупка западной прессы идет массовая. Статью разместить даже в Нью-Йорк Таймс это 100-150 тысяч долларов. А уж частное мнение где-то там в колонке опубликовать, а потом его расшарить. Что такое 100 тысяч долларов для офиса? Это прикурить. Поэтому ну, вот так это работает. А что за идея фикс? Об этом, кстати, сегодня говорил Зеленский. Друзья, мы в прямом эфире. Всем большое спасибо, что ставите лайки. 21:34 сейчас на часах по Киеву и Москве. Что за история? А давайте перенесем. Вот уже повторяет как мантру. И сегодня очень интересная сентенция получилась. Говорит, пожалеют, мол, россияне, что не согласились на прекращение огня, потому что мы войну переносим на территорию Российской Федерации. Ну, знаете, хорошо хоть немножко так сбавили обороты, немножко помолчали, да. Я вот хотел всем, собственно, да, вот продемонстрировать это чудо света, да, потому что это, ребята, это, конечно, нечто. Вот он. Дрон-перехватчик так выглядит. Вот этот вот как бы символичный, так сказать, ну, в общем, фаллический символ для всех гераний. И вот этот фиолетовый луч вроде как уже немножко пригасили. Ну вот вроде как. Но появился какой-то новый фиолетовый луч, что сейчас мы будем лупить и переносить войну на территорию Российской Федерации. Чем это обосновано, подкреплено? И что это за стратегия такая, Алексей Николаевич? Это не стратегия, это то, в чем сильна украинская сторона. В пиаре. Огромное количество людей производят беспилотники всех видов и размеров и там, содержания и красивых названий. Реальных производителей 3 или 4, которые массово производят, поставляют войска. Вот, остальное это такая история и мелкая розница. И когда возникает жирная тема, все говорят, ну конечно же. Выходят там все эти дилеры общественного мнения, певцы гаражного кооператива, вернее, гаражного ВПК, и говорят, конечно же, вы просто придурки все. А я еще в 1898 году при батюшке царе, да, как бы уже тогда говорил о том, что мы герани будем перехватывать дронами. Еще Лина Костенко была девчонкой, которая ходила в первый класс, а я уже был про перехват гераний, да, нашими черными дронами, да, которые спустят фиолетовый луч и всех победят. И впечатлительные российские военкоры такие, бляха-муха в Z-каналах, кошмар, это же реально будут перехватывать. Потом кто-нибудь такой, подождите, ребята, ха-ха, хо-хо, я бы даже сказал. Ну, сейчас нам томагавки дадут. Мы сейчас как пульнем, оно как полетит, и они такие, боже, война придет в каждый дом, наверное, это так плохо и ужасно, и прочее, прочее. Потом что? Ну вот, собственно, дальнобойная украинская ракета вот-вот как полетит, как попадет куда-нибудь прямо в купол Кремля и прочее, прочее. И как справедливо отмечает некий Павел Александрович у вас, россияне вообще не умеют в пиар. Свойство у них такое. Поэтому они, как в эту игру играют забавную, они даже ответить это не могут. Ну, Дмитрий Анатольевич иногда может выйти в Твиттер и там что-нибудь или в Телеграм что-нибудь написать, и это вся их потужная сила. Соловьев вечером что-то скажет в эфире, Симонян напишет. Это все. Но зато потом что? Опять же, справедливо отметим, по 500 шахедов за ночь летит в Украину. Ну, вот они не могут это должным образом осветить и показать, что они перенесут войну на территорию Украины или на тыл. Они просто лупят системно. И вот в голове украинцев должно сложиться, профессиональных украинцев особенно, должна сложиться простая причинно-следственная связь, как веревочка, которая уши связывает, чтобы они возле головы держались, возле черепа. Веревочка выглядит так. Мы очень сильно хвалились, как мы разбомбим Москву и Питер, и вообще достанем везде, до Урала. А потом почему-то херачат Киев, Винницу, Львов, там, в Черновцы и так далее. Где же связь? Где она, эта связь? Вот мы сейчас перенесем. Ну, перенесите. Они действительно перенесут. Они начнут бить. Наверное, полетит дальнобойная ракета. И что-то куда-то там попадет. Уничтожит какой-то склад, уничтожит какой-то штаб. Может, даже в Кремль попадет эта ракета. Это все замечательные вещи. 2 недели будет всех шатать от эйфории.
Пойдет дофамин, и все будут такие: боже, как мы разбомбили Российскую Федерацию. Еще чуть-чуть, и она прогнется. Наши дальнобойные дроны, плюс мнение самого Липсица, обязательно обрушат Российскую Федерацию. Еще чуть-чуть. Еще. Вот еще генерал СВР сейчас выступит, рухнет все. Потом Невзоров что-нибудь скажет, и это уже точно победа. Это вот пена, которая существует в информационном пространстве. А реально есть каток российский. Он тупой, примитивный, вороватый, но он каток. И он катит, катит, катит с неба, катит по земле. Очень медленно, очень криво. Очень все это слабенько. Очень не впечатляюще для такой машины, как Россия. Они малоэффективны. Но это в анекдоте, как про медведя и двух охотников. Я не должен бегать как чемпион мира. Я должен бежать на 2 шага впереди тебя. России достаточно бежать на 1 шаг впереди Украины, чтобы ее цели выполнялись. А она это вполне делает. Россия не соответствует России, ее потенциалу реальному. Россию бы отдать в хорошие руки, но там все сложно. Так вот, как бы, но Украина в принципе ни в каких руках не находится и даже взять себя не может в них. Поэтому перестановка Кабмина во время войны как раз это хорошо показывает. Поэтому фишка в чем? Что поверх этого моря бурного пиара, вот этого метания фиолетовых лучей по небу там и так далее, перекрещенных, будет просто работать российский каток. Медленный, тупой, примитивный, такой же коррупционный, но зато непрерывно катящий. Для того, чтобы всерьез этому противопоставить что-то, нужно принципиально сменить способ хозяйствования в Украине или размер и содержание помощи на Западе. А желательно и то, и другое. Ни первого, ни второго не произойдет. Почему заранее известно, чем это кончится? Вот перипетии можем обсуждать сколько угодно, это тоже интересно. В мелочах часто целая жизнь, целая вселенная смысла. Но итог понятен, если чудо не произойдет. Потому что как бы маленькая коррупционная диктатура никогда не победит большую коррупционную диктатуру. Все же очень просто. Вот и вся история. Если бы мы, чтобы мы всерьез там подвергли российский тыл системному огневому воздействию, которое начнет сказываться системно на ходе войны, на десятки процентов начнет выбивать, снижать российский потенциал. Но у нас была история с НПЗ. По НПЗ мы били очень успешно. Вы слышали, чтобы в России не было бензина там прямо сейчас? Ну, справились, да. Посевная не состоялась, танки не ехали, самолеты не летели. Да, это была большая проблема. Мы выбили на десятки процентов. Крайняя цифра, которую я видел, 12 или 13 процентов. Это очень много. Это был выдающийся военный успех. И что? Чтобы обеспечить 30-40%, вот тогда это реально скажется, это реально. Да еще поддерживать это в непрерывном темпе с полгодика, да еще с перспективой наращивания или удержания темпов. Когда российские попытки это купировать в любой области ничего не дают, вот это могло бы заставить Путина идти на переговоры. А любые удары разовые, пиарные, там, вплоть до обрушивающегося купола Кремля и даже самого раненого Путина с рассеченной щекой ничего не дадут. А теперь смотрите, хотя воплей будет и фиолетового луча вокруг, и пыли фиолетовой напустят, мама дорогая. Теперь смотрите, какая интересная вещь. Что сделал Трамп? Если бы он негласно сказал Путину, чего у нас многие не понимают, негласно сказал Путину: Вова, 50 дней тебе повоевать. Он же дал ему еще 50 дней повоевать, не забывайте. То есть 60 дней, которые попросила Россия, судя по тому, что слили в прессу. А потом я за себя не отвечаю. Кулуарно Путин, может, и пошел бы на переговоры. Потому что Америка действительно может сделать бобо. России не в военном отношении, но в смысле санкций может доставить крупные системные неприятности. Нет, не обрушить, конечно, но доставить крупные системные неприятности она может. А он сказал это публично. Теперь Путин, если он пойдет на попятную, что? Он теряет лицо. Поэтому какие бы по эффективности не были санкции и удары по России, Путин потеряет лицо и власть, заколеблется его, если он пойдет на ультиматум Трампа. Поэтому он не пойдет. Трамп, объявив это публично, поставил условия, когда Путин не может дать заднюю, наоборот, он даст переднюю. Поэтому, смотрите, подвержена сомнению сама способность украинской стороны нанести серьезное системное воздействие, превышающее воздействие на НПЗ, которое было долгим, системным и реально успешным. Реально успешным, без дураков. Второе, это просто мы эти темпы не смогли поддержать в значительной степени. Второе, это публичное заявление Трампа поставило его в условия, когда Путин в принципе ни на каких условиях не может дать назад. Ответ очень простой. Каток будет катить. Сейчас говорят о том, что каток замедлился, что он не очень эффективен на земле и прочее, прочее. Но даже это спорный тезис.
А во-вторых, обычно замедление, друзья мои, накануне, когда противник начинает сосредотачивать силы и средства в определенных местах, чтобы потом радостно побежать вперед. Поэтому, ну, хорошо, пусть покажут эти новые ракеты, эти страшные томагавки, эти там ужасные налеты, раз. Второе, пусть поддержат темпы воздействия на российскую инфраструктуру, военную, гражданскую, там, двойного назначения, хотя бы полгодика, чтобы они задумались реально. И третье, ну, посмотрим, как Путин будет добровольно терять лицо, несмотря на все свои потери. Заметим, что Украина не может причинить сейчас ущерб Российской Федерации, сравнимый с моральным ущербом, например, апреля 22 либо сентября 22 когда была Харьковская операция, или отката от Херсона в ноябре 22. Все самые тяжелые удары в этой войне Россия уже прошла. И Москва была утоплена и так далее. Вообще россияне получали по носу так, что юшка летела во все стороны. И что? У них есть такая штука, как длинная воля. Ну, если посмотреть, как немцы воевали и советская армия, Красная армия еще тогда, ну, немцы же до конца войны удерживали тактическое преимущество. И их самолеты сбивали больше самолетов. И танки, там соотношение по танкам было 1 к нескольким. Расстреливали Т-34 несчастные и так далее. И потери в живой силе были несопоставимые и так далее, и так далее. Вермахт просто тупо лучше воевал на тактическом оперативном уровне, чем Красная армия. А потом что-то так случилось, и на стратегическом Красная армия взяла и выиграла Советский Союз у вермахта, и война кончилась в Берлине. Да, огромные потери, 10 миллионов человек, или там сколько их считать, погибших только в вооруженных силах, но война-то кончилась в разрушенном Берлине. История повторяется. Да, Запад технологичен, да, украинцы креативные. С помощью Запада они причиняют очень серьезные и весомые потери Российской Федерации. На поле боя, либо в глубине России мы это можем, мы украинцы. Там как бы и Запад это может. Да, санкции и прочее, прочее. Россия реально как бы потерпая в этой войне. То есть это нифига не легкая прогулка, это долбанное кровавое прогрызание и десятки тысяч трупов, лежащие перед нашей позицией. Это, к сожалению, правда россиян. Но правда и в том заключается, что Россия как давила, так и давит, и как ехал и едет. А если посмотреть интервью, например, наиболее трезвых людей в украинском поле, того же Тараса Чмута, который он дал недавно, то он прямо говорит, Россия опережает по темпам, по логике, по целым секторам и так далее. А у нас есть перспектива поражения, раз, два, три, потому что мы тупые, неэффективные и прочее, прочее. И у нас разорваны все связи. А они тоже звезд с неба не хватает, но им достаточно быть на 20% эффективнее, чем мы. А вот это они обеспечивают за счет централизации власти и давления государственной машины. И все. И вот это уравнение этой войны. Понимаете? Уравнение. А людям, склонным к пиару, да, я могу вас обрадовать. Наверняка будет дано какое-то вооружение, или там полетит украинская ракета, или дроны. Что-то страшно болезненное, какой-нибудь паук 2 и 3 будет. Россияне опять будут хвататься за голову, да как это у хохлов получилось, и вот опять горят стратегические бомбардировщики, или попали прямо в Кремль, и так далее, и так далее. Только это не меняет долгосрочных тенденций, потому что долгосрочные тенденции меняют очень серьезные и системные усилия, к которым Украина не способна. По качеству государственного управления и по идее, вложенной в государственное управление в эту войну. А Запад к ним не перейдет, к этим усилиям, потому что он не будет воевать с Россией. Не будет воевать с Россией. Санкции, да, но и санкции Россию не остановят. Надо понимать, кто такие россияне. Россияне затянут пояс еще на 2 дырки, как в анекдоте. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть, сынок. И все равно будут воевать. Все равно Алексей будут. Николаевич, мы сейчас пойдем дальше, пройдемся. Очень интересное, Да. там, скажем так, замечания и мысли возникают. Я просто, пока вы далеко не ушли и привели в пример а, события Великой Отечественной, да, Угу. это нечто. Значит, Львов готов обменять останки агентам НКВД на украинских защитников. Это вот материал в прессе. Собственно, сам Садовой об этом тоже пишет и тоже говорит. Значит, демонтировали холм славы во Львове. Там 359, если не ошибаюсь, солдат советской армии. Оттуда их изъяли и должны были так сказать, ну, в общем, перезахоронить. Но пришла же светлая мысль обменять павших советских воинов на живых украинских солдат. Ну, меняшки. Если была бы возможность установить, я подозреваю, что 2/3 из них были бы украинцы.
из этих павших воинов. Да. Но потому что кто освобождал Львов? Украинские фронты? Да. Проблема в том, что, вы знаете, вообще, почему я не люблю эту узкую националистическую, местами нацистскую проектность в Украине? Потому что она мортальная. Посмотрите на эти эмблемы, сплошные черепа, трупы. Посмотрите на эти шутки и юмор, он трупный. Посмотрите на этот культ кладбищ, на этот культ, ну понятно, что павшим воинам своей страны, которые пали во время ее защиты, всегда нужно отдавать дань. Но это же настоящий культ. В чем он выражается? Станьте на колени. Не стали, оштрафовали, не остановились. Сейчас новая инициатива за недослушивание гимна во время минуты молчания оштрафуем. Вечная там этот самый, она трупная эта культура. Она пропитывается трупным ядом. И, конечно, ничего не нашли лучше львовяне, как павших солдат, а трогать павших солдат в западло во всей культуре человечества, в любом месте. Душманы даже не всегда разрушали, маджахеды в Афганистане разрушали памятники советским солдатам, которые оставили они. Не всегда. Было, что разрушали, но было и сохраняли. И тут вроде цивилизованный город, который Альфа-Фест проводил долгое время на московские деньги, вообще жил с российских туристов. Краивка для кого? Для украинцев была придумана во Львове? Нет, для российских туристов. Так вот этот самый, да, они вдруг решили выкопать людей, павших 80 лет назад, и поменять там, да, на украинских защитников. Ну, как бы, ну, оно, конечно, хорошо, что украинских защитников хочется вернуть. Это правильная история, и когда их возвращают, это очень хорошо. Но играться трупами показывает, насколько неэтична вообще вся эта антипроектность. Она очень пафосная, но нету ничего от логоса, от рацио, и абсолютно неэтично. Абсолютно неэтично. У россиян очень часто эксцессы исполнителей. Вот они тоже парни такие, когда у них там массовое издевательство над нашими пленными, да, в колониях, там, вот, когда там забивают наших людей, насилуют, убивают там, и прочее, издеваются над женщинами, над мужчинами, когда они возвращаются из плена, там весил 120 кило, возвращается 49, и это массовое явление, что там в этих колониях происходит, это как бы показывает, кто они такие, что у них низы тоже, мягко говоря, проблемные. Ну, славяне, они все, мы все бывшие постсоветские, такие немножко калечные, но выкопать мертвых, павших 80 лет назад, и предложить к обмену на нынешних живых или на останки живых россиянам как-то в голову не приходит на государственном уровне или на уровне мэра города там, или главы федерального округа. Правильно, мы до сих пор с этим не встречались как-то. Вот. Поэтому сравниваются часто неравные вещи. Я о чем хочу сказать. Вот у нас пытаются наполнить символическим содержанием. Смотрите, какие подлые вертухаи в российских колониях. Сволочи так издеваются над пленными. Вот. И это, конечно же, проклятый Путин это все поощряет. Это государственная политика Российской Федерации. Ответственность Российской Федерации, да, но государственная политика, я не уверен. А вот когда мэр города это заявляет, между прочим, глава партии, которая чуть ли парламентская не стала, там сидит в этим самом, в облрадах, ну, это немножко, и никто ничего не осуждает, никто ничего не возражает, да, то мы кому даем аргументы, кроме россиян, полякам? Они там, Да. они в Европарламенте строили выставку геноцида. Памятник открыли по поводу геноцида, который устроила УПА с их точки зрения на Волыни. И то есть просто показывают лишний раз, какие галичане людоеды. Да? То есть они дали, в их теории, они дали им отличную, не россиянам, даже полякам дали, отличный повод для пиара. Посмотрите, они тогда были такие. Да? Вы не верите, что они делали тогда это? Они делают это через 80 лет. Трупами меряются, и трупами обмениваются. Ну и на фоне добровольного желания россиян отдавать там по 6 тысяч трупов, это тоже смотрится. Ничего лучшего не придумали, да, с украинской стороны, когда это тупо, ну, невменяемо. Это вот как мэр Ивано-Франковска, который вышел, блеснул провинциальным обаянием, который сказал, да надо галичанина выбрать, просто уже мы типа верующие, мы по-украински говорим, что это Украине еще надо? Они же все недоразвитые там в этом вашем Киеве и Харькове, откуда они могут понимать? И в Днепре со своими... Сколько в Харькове институтов высших, научно-исследовательских было до войны? Я сейчас уже не помню, но, по-моему, сильно больше 20. Космос, Да-да-да, ну это... атомная промышленность и так далее. И так далее. И вот выходит мэр и говорит, вот, что они могут понимать в этом Харькове? Эти сонмы докторов наук. Ну, фуфло все, мы вам научим родину любить. Вот, поэтому это неотразимая провинциальщина, замешана в некрофильских культах, но она же, ну, не способствует победе Украины в этой войне.
и даже сведению ее к ничьей, потому что, я же говорю, они даже не подумали, что они дали тем полякам, которые педалируют тему Волынской трагедии, дали идеальный аргумент, идеальный. Тоже эксгумация, тот же словарь эксгумация, тела, возвращение и так далее, и так далее. Ну, мозгов нет, считай, коллега, что ты будешь делать? Алексей Николаевич, вы поляков упомянули. Слушайте, Мгм. Орбан прям пошел в крестовый поход против Мгм. Украины. Мгм. Значит, они взяли вот этого, ну, случай, когда человек, имевший украинский и венгерский паспорт, был забит в ТЦК, Мгм. и провели акцию масштабную украинского посольства, и посыпались, ну, то есть это реальная работа. Сначала акция, а потом реальное заявление и дела. Значит, четко, Украина не может быть членом Европейского Союза, раз у них людоловство. А более того, Орбан говорит, я поеду в Брюссель и буду выбивать, внимание, санкции против руководства Украины, потому что в Украине вот это вот все процветает. Но Ну, взялись так крепко. ближайшие санкции будет, скорее всего, отвязывание Молдовы от Украины. Они же обязались, Молдова, Украина, Грузия обязались идти в Евросоюз совместно. Был договор подписан соответствующий. Это. И Молдова все выполнила, все условия для похода в Евросоюз. Украина не выполнила ни одни. Майя Санду держится до последнего, но я думаю, что процессы, подобные этому, заставят ее сделать однозначный выбор. И, кстати, Зеленский очень отчаянно борется против этого, давит на все педали, взывает ко всем Кая Каллас и ко всем остальным, чтобы Молдова не отвязывалась. Но Молдова, скорее всего, отвяжется. И это будет здоровенная пощечина, потому что это будет очень мощный сигнал, что все евроинтеграционные хрени со стороны администрации Зеленского провалились, просто не начавшись. И да, я уже не говорю о том, что я говорил когда-то, какие требования выставляют украинские чиновники, типа, а разрешите нам не выпускать мужчины дальше, даже после войны. Европейцы за голову держатся, говорят, у нас вообще-то свободное передвижение людей. У нас даже во время войны люди могут и свободно ездить. А если Россия нападет? И если Россия нападет, все равно будут ездить свободно. А вот мы даже после войны не хотим отпускать, иначе они все разбегутся. Они говорят, ну так не бывает. А вы сделаете исключение для нас. Они говорят, мы не можем 30 стран сделать исключение для вас. Но украинцы же, у них же особенная стать. Поэтому что? Сделайте. Все эти европейские потуги, они ни о чем. Это снова очень много хайпа, очень много пиара, очень много фиолетового луча. Орбан сам любит фиолетовый луч. И, конечно, он воспользовался убийством венгерского гражданина. Как они считают, следствия нет, суда нет, мы не можем сказать. Пока еще, да, результатов не можем сказать, убийство или не убийство. Говорим, как считает венгерская сторона. Но украинцам же не надо объяснять, что бусификация самыми жесткими методами – это ежедневная повседневная реальность. Вот киевская блогерша опубликовала, как ее молодого человека похитили и сбили. В Харькове нашли брошенный бусик с номерами Западной Украины, и там тело человека. Это новости за один день. И так далее. Поэтому каждый день видео попадается. Они решили воспользоваться темой, которая крайне резонансна, которая является прямым следствием нарушения прав человека, европейских законов, и бить там, где трещина, там, где слабо. И поверьте, они будут бить, оно никуда не денется, потому что эта вещь, это не выдумка, это даже не символический капитал. Это реальная смерть человека с венгерским паспортом. А если обратиться к практике, сослаться на все эти видео, помните, в Америке Маска тоже монтировали в X, в сеть залетала, бывший Твиттер, и очень много просмотров получила, нарезанные ролики произвола ТЦК. То вот эта тема ТЦК, которая квинтэссенция этого режима, его отношение к украинцам как к ресурсу, расходнику, это способно обрушить любую инициативу. Вот сколько бы инициатив не было, НАТО, ЕС, там, я не знаю, что, финансовая помощь, там, любая инициатива, вплоть до космоса и выращивания ежиков, сохранения их популяции, всегда можно сказать, хопа, посмотрите, что ваше ТЦК творит. Мы не можем взаимодействовать с такими людьми. И вот украинское руководство вручило в виде ТЦК и его произвола универсальный инструмент для любой аргументации по любому поводу, как внутри страны, так и снаружи. Можно вообще не искать других аргументов. Чуть что ТЦК говоришь, и все. И народ сразу... А россияне, когда начали бить по ТЦК, посмотрите, какое довольство в украинских пабликах. Хорошо, половина написала российские боты, но остальные это... И хорошо, 90% написали российские боты, но 10% граждан, которые приветствуют удары по ТЦК внутри страны, это уже катастрофа. Поэтому это универсальная тема. Зеленский выковал универсальный инструмент, которым можно бить снаружи и внутри Украины его режим сколько хочешь. А добавьте церковь,
права человека, а добавьте санкции, а давайте. И все, и там как бы пиши пропало. ТЦК уже попала, кстати, в отчеты какой-то из организаций международных, то ли Совета Европы, то ли кого-то, я сейчас уже не помню. Вот. Но недельки две назад оно мелькнуло, что вот с людоловством как-то не очень у Украины получилось и прочее. Поэтому, да, она еще должна была попасть в Transparency International, должна была в отчете 2023 года еще попасть, но тогда вкинули огромные лоббистские средства, чтобы отчет не был опубликован. Ежегодный отчет погасили на секундочку. Но тогда еще было популярно из Зеленского делать героя, да, и наускивать его, чтобы воевал дальше. Поэтому, да, венгры будут качать эту тему, и сколько бы стратком ЗСУ не рассказывал, сколько венгров служит и пало за Украину, одно другого не отменяет. Да, служат, да, пали, да, герои, а убийство человека. Я хотел бы продолжить эту тему, но ровно в следующем ключе. Значит, ну, во-первых, сегодня, вы говорите, много, действительно очень много. И вот эти 50 дней многие восприняли как особо жестокий период, когда, во-первых, там россияне будут бить, да, ну, как бы выполняя свои задачи, а людолова Зеленского будут хватать, особенно жестоко. Значит, это черновцы. Ну, понятно, я вот это без звука, потому что ну, YouTube такое не любит, да. Значит, замечен в село Дубовцы военком с ножом. Он порезал человеку автошины, да, на автомобиле, ломали двери, в общем, паковали не в себя. Вот такой, как бы, такой эпизод. Черновцы. И принципиально возникает же другой момент, да, то есть понятно, что это уже там пистолет, он там бегал с пистолетом один, другой с ножичком, в общем, ужас и кошмар. Но как это, вот я более философский хочу вопрос задать вам. Чем это останется, да, вот каким периодом в истории? Потому что то, что произошло там сегодня, например, в Днепре, это не Луганск фильм, это все по-настоящему. Пацаны 15-16 лет, такие по пояс раздеты, ну там вот человек имитирует, что ему там эпилепсия, ТЦКшники они по гражданке, и вступились за мужика, и отбили его, вот прям дрались, прям как бы всыпали этим ТЦКшникам, и слушайте, ну это получилось, а пацаны вообще молодые. Да, я видел. Смотрите, существует два полюса в Украине. С одной стороны, система общественных отношений, которая соответствует 17 веку. Есть паны, им можно все, им можно поехать в Рим на конференцию, щеголять там в Лора Пьяно, как бы, да, и делать красивые селфи. Есть питпанки, это такие, как Буткевич, которые на службе режима тявкают, гавкают и так далее, их за это не мобилизуют. А есть крепаки, которые должны умереть в посадке. Их можно бить, насиловать, там, да, держать в камере без воды, без еды, без адвокатов и отправлять туда. Вот. Это реальность Украины, она такая. Магнаты, все как было в 17 веке. Казаки, показаченные, там, да, быдло, вот это вот гречкосей и прочее, прочее. Под это все есть второй полюс, это сладкие разговоры о ЕС, правах человека, вступлении в НАТО, справедливом суде, за который мы сражаемся, демократии, которая противостоит орковской диктатуре и прочее, прочее, прочее. Да. И есть люди, которые охотно в это верят или, скажем так, держатся отчаянно за это, чтобы не признавать реальность 17 века. Соответственно, поделилось и общественное мнение. Есть люди, которые очень ярко и жарко дышат в микрофон и пальчиками печатают, рассказывая про то, как Украина – это Европа, и за какие европейские ценности мы сражаемся. А это поодинокие выпадки произвол ТЦК, либо и российское ПСО. Вот. И они громко кричат, и кажется, что это давлеющий курс в Украине. Но реально сколько людей готовых, как эти пацаны, отбивать людей, или которые недовольны, когда военкомы бегают с ножом и режут шины, мы не знаем. Примерно сочетание, мы об этом говорили, если миллион на фронте, а 6 миллионов не становится на воинский учет, примерно 1 к 6. Это означает, что вполне возможно, мы не знаем, но в Украине зреет огромный потенциал протеста, который не может быть выражен только благодаря тому, что существует война, и любой протест будет задавлен силой вплоть до смерти. Ну, теми же ТЦК.
с нацполицией, но когда-нибудь И война кончится. полиция, да. Вот, Да, когда-нибудь война кончится, и как это отобразится, например, на электоральном поле, либо на реальных протестных настроениях, сколько врадиевок будет, сколько будет личной мести, разборок и так далее, никто не знает и не в состоянии предсказать. Я думаю, что потенциал, если не огромный протеста, то достаточный. Достаточный для того, чтобы все эти любители, да, там прийти с фронта и навести порядок в стране, да, немножко обломались. Мы не знаем. Так вот, ну, то, что даже в воюющей стране среди бела дня там блокируют машины ТЦК, отбивают людей, это уже показывает. Ведь каждый из них рискует уголовным делом. Часто у людей лица открыты на камеры, к ним потом на следующий день является вооруженная до зубов полиция, там захватывает этих проклятых агентов. Да, там десятки парней с автоматами берут этих с закрытыми лицами, берут этих опасных сволочей, 15-летних пацанов, которые отбили кого-то там в ТЦК. И ну, вот вопрос в размере этого протестного потенциала. Это ключевой вопрос всей дальнейшей украинской истории. Почему? Потому что если не сменим проектность, то ТЦК оно просто станет всем в этой стране. Эту страну можно будет переименовать из Украины в ТЦК. Если народ против нее сбунтуется не во время войны, так после войны, то Украина получает какой-то шанс. Поэтому это ключевой вопрос, размер реального протестного потенциала. Одно могу сказать, пока война продолжается, какой бы ни был этот процент, он будет расти. А поскольку мобилизация будет в том или ином варианте ужесточаться, то и протест будет становиться все более жестким и непримиримым. В конце концов, полыхнет ли это несколькими Врадиевками во время войны, либо одной большой Врадиевкой после войны, или десятками Врадиевок, либо электоральной Врадиевкой, мы не знаем. Но то, что потенциал есть и он укопится, это совершенно очевидно. И для всех будет огромным сюрпризом. Причем как для скептиков, так и для оптимистов, я уверен, это будет огромным сюрпризом реальный размер протестного потенциала, который накопился в Украине. А что стоит за этим протестным потенциалом? Это же не только несогласие с методами государства. Это несогласие с основным курсом внутренней и внешней политики. Например, что будут кричать эти самые профессиональные приживалы с войны? Готовимся ко второму раунду с Россией, потому что мы сейчас должны бла-бла-бла. А будут люди, которые будут говорить, а давайте все, что угодно, но нейтралитет какой-то, да, чтобы не было второй войны с Россией. И размер вот этого вот непонятен до сих пор. Но между ними, скажем так, будут очень сильно сложно сочиненные отношения. Вопрос появления лидера, политической силы и оформления этой силы. Потому что если она получит политическое оформление и протест, тогда, да, вернее, и долю власти, например, в том же парламенте, в местных этих органах власти, то тогда возникает шанс скорректировать эту оголтелую толпу полупокеров, этих питпанков, которые очень рвутся в паны, да, и пытаются, да, сделать так, чтобы быдло отвечало за все. Это в мирной жизни или в военной. Но кто станет на защиту народа, насколько народ поймет, что это да, и сможет этому довериться и дать полномочия, это все открытые вопросы. Если эта сила не оформится, она будет прорываться неформально, будут в набор врадиевок. ну, они Будут лечь. уже, Он знаете, уже есть до какой-то степени, но в условиях отмобилизованного силового аппарата, который очень быстро и беспощадно расправляется, это сложно делать. А когда как бы военное положение прекратится, это будет немножко другая история. Будут разрешены митинги, заметьте, снова. И поехало. Свобода прессы, ну, собраний. Да. опять-таки, смотрите, тут Притула говорит, вы никуда не уезжаете, после войны тут будут высокие зарплаты, классный уровень жизни, все будет замечательно. Ну, это он отвечает на вопрос, уехать или остаться. Очень важный эпизод, который я хотел, чтобы вы прокомментировали ну, даже вот, ну, есть же там несколько ипостасей Алексея Арестовича, да, вот как человек военный, я хочу, чтобы вы прокомментировали. Значит, официально это не подтвержденная информация, но местные черниговские паблики сегодня просто разорвались. Есть прям фотки протоколов конкретно выписанных. Значит, стрельбище, поселок Гончаровское, Черниговский район, Черниговская область. Сегодня, 16 число, где-то без 15:03, значит, курсант воинской части, такой-то, такой-то, мотив непонятен, схватил автомат и в сторону старшего сержанта, главного сержанта, старшего сержанта, еще там кого-то тоже в какую-то сторону, но тот выжил. В общем, 3 трупа. Его задержали, в общем-то, ну, скажем, понятное дело. Но ведь это же
русифицированный, ну, потом как бы А выяснилось. может, почему модифицированный? Мог быть и доброволец, над которым, да, издевалась какая-то местная быдлота, почувствовавшая себя великими начальниками и страшными сержантами. У нас другое. У нас майор, который герой Украины, комбат железной танковой бригады, сказал, что ну, как бы выступил с публичным заявлением о том, что в бригаде творится черти что. Командование коррупционное разваливает боевой организм. А это герой Украины, это не случайно мобилизованный и модифицированный. Перед этим был комбат 47-й бригады. И протест военных среднего уровня, там майоров, героев у нас зашкаливающий, на самом деле, которые заявляют прочее, прочее, прочее. Кроме того, у нас есть противостояние так называемых новых бригад и старой совковой армии, как они говорят. Было интервью там, или репортаж из Хартии, где все электронное, все красивое, все перекрасиво. Это уже Бутусова. Как оно там все замечательно и как очень плохо, когда приезжает полковник Сату. Существует масса напряжений внутри сил обороны, внутри между силами обороны и обществом, между обществом и правительством и так далее, и так далее. Это все взорвется рано или поздно. Потому что эти напряжения носят сакральный характер. Они про самое базовое, что есть у человека. Свободу самоопределения, которая в условиях, которые сложились в Украине, заканчивается забиванием человека, забиванием просто в смерть. Да, или отправкой на смерть человека, который не согласен. Это не кровь людская не водится, она не может просто так закончиться ничем. Да, трудно бунтовать против отмобилизованного силового аппарата. Во-первых, в самом силовом аппарате очень серьезное протестное движение, и он расколот. Во-вторых, война рано или поздно закончится, и вот тогда все это... О фронте давайте пару слов, потому что я считаю это принципиально важной историей. Значит, мы постоянно, ну, в наших с вами встречах, периодически, не постоянно, но тем не менее, с удовольствием, естественно, да, мы вот с вами м, проходимся по фронту. Я бы хотел очень важную историю продемонстрировать. Вот та же карта Deep State, да, Мгм. та же самая карта условно Deep State. Значит, что у нас в динамике получается? Есть на самом деле, ну, такой достаточно серьезный и существенный, ну, такая поступь существенная по линии фронта. Речь идет прежде всего о подступах к Донецкой, к Днепропетровской области. Параллельно с этим нам умные военные аналитики и всякие спикеры военные из телемарафона говорят, что готовится наступление прям чуть ли не на само Запорожье. Где сейчас, на ваш взгляд, по линии фронта место, где прорвет? Для этого надо иметь полный объем разведданных, и даже наличие полного объема разведданных никогда не покажет, э, где прорвет, потому что есть аналитика потенциалов, есть аналитика намерений. Поэтому намерения могут не всегда соответствовать потенциалу, и это довольно часто бывает, потому что у них свои соображения. Я часто пытаюсь поставить себя на место российского командования, кручу карту так и так. Ну, вот эта вот возня вокруг Покровска меня очень забавляет. Потому что оно как бы не туда и не туда. С одной стороны, если бы не создавали системную угрозу, условно говоря, в движении на Днепр, то тогда бы они оттянули ресурсы одновременно Запорожского фронта и Донецкого фронта. Поставили силы обороны Украины в очень неприятное положение. С другой стороны, они не направляют туда все усилия, они пытаются Покровск из запада копать в сторону Запорожья на запад, и одновременно Покровск обходить с запада, и одновременно с востока Покровск обходить, и то все, пятое, десятое. Но я могу сказать, и в Запорожье что-то там шевелится. Судя по ударам, которые были по Крыму, украинских вооруженных сил, так и в Крыму накопилась некоторая часть логистики российская. Эта логистика, скорее всего, поедет на Запорожский фронт, или должна была поехать. Поэтому очевидная определенная угроза там есть. Но я могу сказать другое. Я могу вам сказать точно, где будут основные направления сосредоточения усилий. Они не меняются. Создание буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Часть усилий будет туда распределяться. Нет, не чтобы взять Сумы или Харьков, но чтобы сковывать группировку и не давать заходить на российскую территорию. Второе – это Купинск,
взятие Купинска от Двуречной туда и вниз пойти, Боровая, Двуречная, вот этот вот промежуток. И задача взять Купинск, крупнейший железнодорожный транспортный узел, развязку, город, стоящий там на естественных рубежах, на речке рядышком. И создать такой оперативный балкон, я говорил, для выхода на Краматорск-Славянск с севера, к Изюму, из севера Краматорск-Славянск. Сейчас Авьяр, Торецк и Константиновка – это тоже выход Дружковки и создание оперативного балкона для того же Славянска и Краматорска, как последние две крепости перед падением всей Донецкой области. Запорожская, безусловно, и вот это вот в любом варианте. Одна из ключевых задач, никак Российская Федерация не может это решить, российское командование, это смыкание флангов по Северскому Донцу, срезание Северского выступа. Если бы они это решили, они бы сразу высвободили большое количество ресурсов, которые могли бы кинуть на другие направления, но там системно им не удается в силу разных причин. Но смотрите, опять зашла речь о том, что корейские войска будут участвовать. Причем речь уже идет о том, что они будут, возможно, участвовать непосредственно на территории Украины. Лавров оговорился, что договор, который существует между Российской Федерацией, стратегическом партнерстве и Кореей Северной, предполагает разные формы. Формы будут избираться. Но представим себе, что они даже не будут заходить на территорию Украины, а станут просто защищать территорию Российской Федерации. По границе россияне высвобождают несколько десятков тысяч войск, которые пойдет на какое-то из направлений. Хочете на Запорожское, хочете на Купинское, хочете на Краматорское. Вот. Поэтому понятно, что будет делать российское командование стратегически, вопросы к оперативному. Вот это хитрое движение от Покровска на запад, три аргумента я могу дать. Первое – логистика. Они же начинают дальше доставать с этого балкона, который у них есть, все дальше доставать теми же дронами. Второе – отвлечение наших резервов. Причем они делают это на стыке Донецкого и Запорожского направлений. Поэтому это всегда очень выгодно. Это бардак. Надо создавать отдельный орган координации. Украинского командования с этим всегда было херово. Откровенно. Да и не украинского это всегда тяжело. Значит, это благодатное направление, потому что это всегда будет... Так это же ваша проблема. Нет, это ваша проблема. Соседи справа и слева будут перепихиваться. И это заход в тыл запорожской группировки. Если они решили внезапно, а они любят это делать, и это по всем правилам военной науки, на оперативном уровне, да даже на тактическом, внезапный перенос усилий с фланга на фланг, это очень выгодная история. Это как хоккеист, который идет на вратаря, разматывает вратаря, перебрасывая шайбу справа налево, когда он не знает, откуда будет удар. Справа пойдет или слева. Вот так они и делают. Они внезапно могут, плотно работая по Сумскому, потом бац, погасили, резервы ушли, например, на Купинское. Потом погасили, потом ушло на Константиновское, погасили на Запорожское, а потом опять на Харьковское или еще и так далее. Если они вдруг решили, что сейчас усилия на Запорожском будут, что в принципе достаточно разумно. Представьте себе, что они берут Запорожскую область, Запорожье в осаду и начинают угрожать его непосредственно Днепру. А Днепр – это центр развязки группировки, которые воюют на Донбассе. То есть там в непосредственной угрозе все коммуникации. Коммуникации должны смещаться на север. Увеличивается что? Логистика, плечо логистики, переброска и так далее, и так далее. Это сложно. Поэтому, опять же, логистические цепочки, а Днепр крупный логистический центр в этом отношении. В общем, начинает сдвигаться вся тыловая архитектура группировки, воюющие на Донбассе. А кроме того, есть еще один очень серьезный аргумент. Вот он мне только сейчас пришел в голову, пока я вслух рассуждаю. Дело в том, что сколько бы мы ни ругались на то, что плохо строят фортификации, в Донецкой области и немножко в Днепропетровской на границе так и сумели накопать фортификации, украинская сторона. И там они активно стараются. Брать их в лоб – удовольствие ниже среднего. А обойти, тем более с запорожской стороны, вот это самое то. А на запорожском направлении плохо накопали. Поэтому может быть очень просто. Пока Донецкий фронт героически стоит, и его зажимают от Константиновки, от Изюма, условно зажимают, да? Такой длинный финт, и от Запорожского зашли и как раз обошли вот эти укрепления, которые настроили, и подрезали коммуникации. Очень разумное действие. Поэтому, отвечая на вопрос оперативно-стратегического масштаба, готовы ли они сосредоточить на направлении усилий на Запорожском, шансы велики. Я не знаю точно, но шансы велики. И как это все, что будет, уже есть, приметы на это показывают.
потому что это разумный ход. У него много рациональных причин так поступить. В частности, обход линии оперативно-тактических укреплений масштаба, которые строятся на границе Донецкой и Днепропетровской. Ну и, конечно, Ну, плюс, очень да, важно плюс, извините, сказать. важный промышленный узел, непосредственно угроза Днепру, важному узлу. Захват последнего промышленного района, который есть в Украине, останется только Кривой Рог, по сути. Ну, вот, но он же часть этой агломерации. Если из нее выбить Днепр и Запорожье, то как бы все это очень кисло будет. Смотрите, тут очень важно Да. два замечания. Замечание первое. Угроза Запорожью. Угроза, не прям заход, там вот все, встали, зашли, а только угроза и выбивание там, дронами, артиллерией, минометами, то есть подход близко к этому узлу, это уже все, значит минус. Ну, вот этот промышленный потенциал. Это важное замечание, чтобы все просто поняли. Ну и об этом не принято и не популярно об этом говорить. Если это произойдет, то с югом Николаев, Одесса, там будет беда. И это, ну, надо... Юг – это отдельная история. Форсирование Днепра очень непростая штука. Морской десант – это страшно непростая штука. Да, в дальних планах у России забрать у Украины все территории имперского освоения, так называемые. То есть весь север, засеченную полосу, весь восток и весь юг, включая Новороссию, которую создавал Потемкин. С отрезанием от моря. Но это дальние планы. Пока они готовы остановиться на 4 областях и Крыму, это их последнее политическое предложение. Об этом как бы да, они только намекают, что можем пойти дальше, если вы будете упрямы. Даже если они завоюют все 4 области, то решить задачу форсирования Днепра, морского десанта, захвата юга – это очень нетривиальная задача. Нетривиально. Но, безусловно, контроль Запорожья, Днепра, Днепровских, каскада Днепровского – это сильная история. Кроме того, я же говорю, последний серьезный промышленный район – это Кривой Рог, Запорожье, Днепр, который остался в Украине. Вышибание оттуда Запорожья – непосредственно угроза Днепру как промышленной базе и серьезнейшего центра логистики. Это очень серьезный удар будет по позициям силы обороны и вообще устойчивости Украины как промышленной и военной базы, ну, социосистемы. Поэтому, да, Запорожье с этой точки зрения крайне привлекательно, и угроза ему велика. Как непосредственно будет реализовывать российское командование это, с какой степенью успеха, в какой последовательности, это вопрос открытый. Никто мы не знаем, и они сами не знают. Но соблазнов и аргументов в пользу сосредоточения направлений на запорожском направлении мы назвали предостаточно. Даже один обход позиций, которые роются на границе Донецкой и Днепропетровской, это очень сильный аргумент. Да, друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Будем переходить к вашим вопросам. Только подведем итоги нашего голосования. Вопросы ваши всегда интересны, и всегда интересно их задавать. Пожалуйста, лайк и на канале Алексея Арестовича, и на канале Александра Шелеста поставьте. Это очень важно и нужно Ютубу, чтобы он немножко понял, да, как подсанкционные каналы с вышибленной или там смотрящей через VPN, ну, достаточно большого количества аудитории, да, чтобы как-то разобраться, да, чего кому предлагать и показывать. В общем, зачем Зеленскому новый Кабмин? Мнения разделились на самом деле, это тем интереснее. Значит, Да. 15% хочет понравиться Трампу, 22% чувствует развал, 28% заметает следы, 35% всех замазывает нелегитимностью. Больше 11 тысяч голосов мы получили. Что скажете? Ну, понравится Трампу, это сомнительная история. А раздел голосов, потому что никто уже не требует никакой замены правительства, понимают, что это как в мертвом припарке. Это уже не стоит нигде в условиях со стороны Трампа точно. А раздел мнений, который не часто бывает, обычно люди группируются, да, показывает, насколько это сомнительный акт в глазах общественности, по крайней мере, и как он плохо откоммуницирован. Потому что никто не понимает, зачем это сделано. Все, замена произведена, замена в нарушение, не парламент, а президент представляет премьера, простите, да, как бы опять прошлись по Конституции ногами и по регламенту. Но это уже как бы мало кого интересует, это писки уже такие вслух. Вопрос заключается в том, что власть так это откоммуницировала, что это выглядит абсолютным произволом, который граждане просто не понимают. Не поддерживающая власть, не поддерживающая власть. Почему Шмыгаля, который 5 лет справлялся, самый устойчивый премьер, вдруг надо поменять, да еще не извести до статуса министра обороны? Ничего же не откоммуницировано. Смотрите, это же нонсенс, когда премьер-министр соглашается быть министром. Это просто плевок в лицо, понижение. Это как-то надо коммуницировать.
Но ты был генеральным директором, а согласился быть там начальником управления. Да? С чего вдруг? Это жизненный пируэт, который требует некоторого объяснения. Отвратительная коммуникация, во-первых, потому что они в нее не умеют, во-вторых, потому что они просто не заморачиваются. А что, крепаки и так сидят, ради бога. И вот крепаки или там незаинтересованные наблюдатели пытаются отгадать, в чем же. Смотрите, хорошая коммуникация, когда пусть даже ложная версия, но она становится единственной, как бы, да, или основной. Этого нет. Этого нет. Ну, как бы объясните, почему Лешко, министр здравоохранения, погрязший в коррупционных скандалах, остается при власти. Почему министр Лесовой, образования, да, лесовой. чудище, да, тогда тоже остается. Почему как бы ну, сменили Тараса Кремня, который в куче скандалов замешан, а Лесовой, который сам и его подчиненные замешаны в не меньшем количестве языковых антиконституционных скандалов, остается. И почему Стефанишина, на которую завели уголовное дело, на секундочку, антикоррупционная Но у прокуратура. нее в министерстве у Да, всех на заставке да, ее. благополучно едет послом в Брюссель, вместо того, чтобы садиться на скамью подсудимых. Нет коммуникации, никто ничего не объясняет. Ну, как-то не уважают народ, правительство наше, вернее, и власть. Не уважает, не хочет даже говорить, не хочет даже пытаться создать видимость понятности. Ну, потому что довели до уровня дофаминовой прививки, до фиолетового луча. Дофаминчик получили, все, там агавки полетят в Москву, Зеленский поговорил с телефоном, народ выдохнул, и до следующего утра все по Паустовскому, дофамина хватит. А с утра подкинут еще, думать не надо. Важно дофаминчика хлебнуть. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Сначала там вопросы по QR-коду. Вячеслав Чеботарь спрашивает, если вы станете президентом, подпишите мой отказ от гражданства, Алексей Николаевич? Вы еще верите, что я способен стать президентом? Я думаю, что много людей верят, Ну, что... верят, значит, это хорошо, значит, да, ну, я их понимаю, потому что если Украине суждено сменить проектность, я, наверное, единственный, кто способен это осуществить. Вот, или самый подходящий из всех. Но пусть она сначала захочет сменить проектность. Это неизвестно. Опять же, вопрос о потенциале, который зреет на смену проектности, на нейтральный статус, например, на недопущение войны, на смену коррупционной модели, на какую-то более честную и вменяемую, и на переход от системы отношений 17 века, ну, хотя бы к 19. Простите, там, где либерализм и свобода и прочее, прочее, соблюдение какой-никакой законности. Вот. Но да, хорошо, я подпишу вам. Если стану, подпишу, не переживайте. Лекс, Алексей, как вы думаете, почему США не публикуют материалы по коррупции на военных заказах Украины? Или еще не время? Потому что Или их самих спросят. договорились? Их спросят, а что вы поддерживаете? Кого вы поддерживаете? Кому вы сейчас помощь выделяете? Это ситуация, в которую Трамп загнал сам себя. Он анонсировал во время выборов, что мы уже как покажем. Помните, кандидат в главы ФБР говорил, что все расследовано, мы как покажем, как расследуем. Они показывают, потому что их спросят, кого вы тогда поддерживаете. Владислав, вы говорите, что большая вероятность войны в Польше. Какие на это причины? Простите, меня скакнул, я не услышал. Вы говорите о том, что велика вероятность войны в Польше. Какие причины? Да нет великой вероятности войны в Польше. Есть определенные сценарии и логика, которая говорит о том, что Российская Федерация не может смириться с обнулением результатов ее политики на Балтике за 300 лет, со времен Петра Первого. А это произошло, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО. То есть, грубо говоря, даже границы исключительной морской зоны, морские границы закрыли Балтийскому флоту выход из порта Санкт-Петербург. Не только военному флоту, но и гражданскому. Поэтому Россия будет вынуждена силой обеспечивать свободу судоходства и защиту своих интересов. Польша непосредственно задействована. Польша – это еще проблема Калининградской области и проблема, например, вступиться военной силой за страны Балтии, если там что-то начнется. Как будет решаться эта проблема, неизвестно. Ходят слухи от таксистов, что Путин предложил вот это предложение, которое Лавров дал Рубио. Звучало так, что если вы убираете Зеленского, и мы в Украине производим свободные выборы, мы снимаем претензии с НАТО и стран Балтии. Вот это наша НАТО до границ 97 года мы снимаем, у нас мир, дружба, жвачка. Это очень привлекательное для европейцев и американцев предложение. Они чешут репу, думают, но сейчас пока решили надавить на Россию. Ну окей. Вот. Но сценарий есть, где Польша становится стороной конфликта, и Российская Федерация непосредственно воюет с ней. Но это не значит, что это первое, как это
сильно вероятно. И второе, что это непременно там должно случиться. Это при определенном, весьма специфическом стечении обстоятельств. Но, как видите, это стечение считают достаточно серьезным, чтобы разослать 250 тысяч повесток по Польше, да, с тем, чтобы явитесь там на, как это, на воинский учет, контроль и прочее, прочее. Мгм. Значит, дальше вопрос от Яр. Приветствую. Как Алексей относится к тому, что большинство современных левых элит имеют еврейское происхождение? 70% администрации Байдена, президент Аргентины, Мексики и так далее, в общем, фон дер Ляйен, ценности Талмуда. Откуда такое, простите, засилие евреев? Я пишу без негатива. И откуда такой пиар Холокоста, но отсутствие пиара погибших миллионов поляков, немцев, граждан СССР, других народов? И молчу про SEO и глав крупнейших влиятельнейших компаний и инвестдомов. Прокомментируйте это, пожалуйста. Евреи просто умные, в целом умнее всех остальных. Почему? Во-вторых, у них уже с выживанием все в порядке, их 2000 лет тренировали. Умные, потому что они грамотные были, и мужчине еврею, даже абсолютно там какому-нибудь рыбаку, было обязательно знать Тору, изучать Тору и так далее. Тора сложный текст. Традиция его изучения включает бесконечные диспуты, разборы хитросплетений. А кроме того, в иудаизме споры с Богом, то есть обсуждение даже самых канонов религии незыблемых, приравнивались к доблести равной молитве. То есть их учили любопытствовать и задавать вопросы, не соглашаться. То есть читайте отточенному критическому мышлению. И это фиксировалось в традиции, потом фиксировалось, наверное, и в генах как-то. Кроме того, опыт выживания, опыт самоподдержки и прочее, прочее. А такие вещи, как Холокост, только усугубили им это все. И сказали, они поняли прекрасно, что если они не будут стараться, то будет кончаться рано или поздно Холокост. И они стараются. А Да. люди, живущие в тепличных условиях, не стараются. Вот и все. Тони Алексей Николаевич, как думаете, почему на смерть при задержании азербайджанских граждан, дело об убийстве Воронича, у Баку не было такой бурной реакции, как на смерть граждан РФ азербайджанской национальности при задержании Екатеринбурга? И много вопросов, кстати, ну, чтобы так упредить, просят вас прокомментировать версию с некой неонацистской американской группировкой, которая взяла на себя ответственность за убийство полковника СБУ. Я думаю, что вместе с вручением гражданства к американскому гражданину, который наводил на цели сил обороны, это компания, которая как бы немножко работает с точки зрения российских спецслужб там, или организованного государственного аппарата, идеологов, работает на тему «давайте покажем, что есть альтернативная Америка, Америка, которая против Украины». Внесение легкого паники и хаоса. Насколько это серьезно? Ну, это достаточно несерьезно. Но кому-то же надо работать, как бы зарплаты получают, погоды получают, надо отрабатывать. Что касается азербайджанских граждан, я думаю, что они очень формально были азербайджанскими гражданами, в отличие от азербайджанских граждан, которых брали где-то в Казани. И те граждане, Ну, очевидно, те были... российские были граждане. Да, те российские, но азербайджанского происхождения, видимо, очень тесно связаны с заинтересованными лицами в Азербайджане. Поэтому они, а эти были, скорее всего, только по формальному признаку азербайджанцы, где-то там имеющие паспорта, не сильно дорогие руководству Азербайджана, ну и в конце концов просто откровенно выполнявшие задачи ФСБ. Поэтому, как бы, ну, что их Азербайджану жалеть и спасать? Это А, отрезано ломоть, как говорится. Лишний раз показывает, что есть идеальное правовое поле, там, где паспорта, принадлежность, а есть реальное правовое поле, кто реально сколько стоит, и за кого вступаются, за кого не вступаются. Даже если нет паспорта, а только российский паспорт, например. мгм. Алексею, пользователь «Синяя борода». Как можно жертвовать будущим ради обычного завтра? В этом я не могу понять украинцев. Объясните, пожалуйста, Алексей. Украинцев никто не может понять, я тоже их не могу понять. Я в ужасе от того, что происходит с страной гражданином, которой я являюсь. Я в ужасе от того, что происходит с моими друзьями, знакомыми и так далее, когда на это все смотрю. Это, ну, многие объясняют это непрерывной когнитивной войной, которая ведется против Украины. Но какая ни была бы когнитивная война, я вижу, что это добровольный выбор. Он психологически мне понятен, но поверить в такое массовое добровольное отупение граждан, это, конечно, ну, понятно, что люди доведены до отчаяния, понятно, что работают башни пропаганды, понятно, что сама идея гнилая в основе, а многие в нее верят, потому что путают Украину как защиту своего дома с Украиной как защиту вот этой вот бандеровской идеи. Это все намешали, перемешали. Но при таком количестве кричащих
недоразумений, фактов и нестыковок, можно было бы задуматься. А добровольное нежелание задумываться, это, конечно, это история, требующая дополнительного изучения. Ну, да, на наших глазах с нами же делают крупный эксперимент. Могу сказать одно. Те, кто не хочет этому поддаваться, не поддается. Это всегда добровольный выбор. Да, друзья, значит, пишите в чате свои вопросы, еще один вопрос из сообщества, и туда будем заглянем сначала в Александр Шелест, потом Алексей Арестович, поэтому милости прошу. Очень интересно, кстати, просят поделиться тоже вашими впечатленнями. Сергій Швець, бажаю здоров'я, питання Олексію. Він, як ніхто знає, що було в офісі у перші дні нападу Росії. Чи може він підтвердити факти, наведені у фільмі BBC, чи це просто знову відведення уваги від основних проблем? Какие Як- факты? Я не смотрел фильм BBC. Скажите, какие факты, я скажу да или нет. Ну, давайте так. Значит, из самого такого нашумевшего, важного, ну, наверное, да, что продемонстрировал этот фильм. Первое. Значит, пришли, объявили, что через 45 минут будет окружен офис, правительственный квартал, поэтому надо через 15 минут уезжать. Зеленский собрал, это Арахами рассказывает, Зеленский собрал всех и сказал, у всех есть семьи, я всех пойму, как бы никого не держу, но мы тут стоим, и все остались. Нет, такого я не очень помню. Я помню, как Зеленский выступил, потом Подоляк выступил, потом я, первая пресс-конференция, и в это время пошел Гостомельский десант, и нам сообщили от союзников, что следующий будет десант на Родину-Мать, в район Родины-Матери, туда должны сесть вертолеты и развивать наступление на Печерск, брать в правительственный квартал. Такова была информация от союзников. Мы попросили журналистов, они вышли, и действительно тогда была вот эта вся суета с попыткой там, да, бронежилеты, автоматы, там, типа, стоим до последнего. И так и да, все решили стоять до последнего. Кого там собирал Зеленский, может, он собирал Арахами и Шмыгаля, да, но как бы... Но мы в этом не сильно участвовали, я, по крайней мере, не участвовал, и уж точно не помню обращения у всех есть семьи, что хотите, то делайте. Причем я был там в кругу из 12 людей, которые были вокруг Зеленского постоянно. Такого я не помню. Я помню, что когда люди просились выскакивать по какой-то нужде, родители отвезти, еще что-то, то да, им давали такую возможность выехать. Как бы, да, лично договаривались на день, на два, потом возвращались. Я помню, что часть людей выполняла задачи по вывозу архивов, там, да, там, средств шифрования и так далее. Это да, чтобы россияне не захватили. Такое тоже было. Они уезжали, возвращались там через 3-4 дня, возвращались в окруженный Киев, который, казалось бы, там будет окружен, там, или полуокружен уже. Да, такое было. Но помню, что вставал вопрос неоднократно о том, чтобы переехать на замаскированный командный пункт вне Киева, но в Киевскую область. Мгм. Как бы, да, такое тоже было. Но так, чтобы вот говорили, типа, бросайте все, уезжайте, потому что у вас семьи. Может, Зеленский Арахами это говорил, но я такого не слышал. Еще из рассказа Арахами, он говорил в Да. этом фильме о том, что, значит, после Бучи ему позвонил Зеленский и сказал, пускай эти подонки, имеется в виду мединские делегация России, как бы уезжают домой, и мы их вообще всех настигнем и, в общем, всех накажем. Ну, как-то так он выразился в том плане, что никаких переговоров. Да, но до 17 мая они, тем не менее, шли эти переговоры. Группа работала, и Мединский, и Арахами возглавлял, общались каждый день. Так а как так получается? Ну, может, это была эмоция. А, Может, попытка оправдать задним числом, но надо же как-то объяснить, что почему 1,5 месяца после Бучи переговорная группа как работала, так и работала Стамбульская. ну и давайте, чтобы долго не заострять внимание, потому что все-таки вопрос, но это очень интересно. Как вы отнеслись к его Арахами имеется в виду, как бы понимании Зеленского о том, что маленький еврейский мальчик в индустриальном городе, надо подойти, ударить самого главного в лицо, и тогда тебя все зауважают. Поставим это на совести Давида. Эта сентенция, мне кажется, сомнительной. Как бы, да, как примененная к Зеленскому, как и добрый совет. Ну, ударил ты в лицо главного, и что? Тебя забили тут же на месте молотками, это ж Кривой Рог, бегуны. Как бы, да, и все, карьера закончена. Маленькие еврейские мальчики выживали по-другому. Да, на хайпе, конечно, безусловно, до какой-то степени.
Вот, но я думаю, что скорее работали семейные связи и положения, нежели там, да, нежели там что-то кого-то куда-то в лицо там и прочее. Так, значит, чат трансляции. Здравствуйте. Может Запад, Европа, Америка когда-то в будущем стать колонией Востока, России и Китая? Или эта война просто тестирование технологий и расход людей? В какую эру мы живем? Мы живем в эру, когда глобальный юг решил показать теряющему силу глобальному Западу, почем в Одессе рубирует. Что просто меняются глобальные правила игры, они больше не могут быть однозначно прозападны. Ну вот и все. А принимает это форму многих войн. Если совсем углубляться в философию, то я повторю тезис Павла Щелина, который говорит о том, что это вторая 30-летняя война, которая заканчивает эпоху модерна. Но об этом лучше поговорить с ним. Хотя мне тоже есть что сказать, Мгм. если вас сильно интересует, я тоже могу ответить. Александр, спросите Алексея, где был самолет номер один в первый день войны? Вы Вот уж знаете? чего не знаю, того не знаю. Мгм. Значит, ну, тут памятники, понятно. Значит, почему Путин позволил уйти с Херсона Дмитрий Кожин, а Зеленский из Курска нет? Насколько важно лидеру уметь фиксировать убытки и давать заднюю? Или лидер это тот, кто прет всегда вперед? Нет, лидер – это человек гибкий, который, когда надо, прет вперед, а когда надо, проявляет необходимую гибкость. Путин проявил, вывел войска, а тем более одни из самых профессиональных, группировку ВДВ вывел из Херсонской области вовремя, несмотря на то, что это весьма позорное было для него. Ну, сильно щелкающее по самолюбию действие, тем не менее, он как ответственный лидер на это пошел. Зеленский не такой, он не может давать заднюю. Этот маленький еврейский мальчик не научился самому главному давать заднюю тогда, когда надо уметь ее давать, чтобы потом сосредоточиться и переиграть в другом месте. Путину хватает гибкости ума, Зеленскому нет. Мгм. Значит, чат трансляции Алексея Арестовича. Друзья, кто не смотрит без подписки, подпишитесь и на Алексея Арестовича, и на Александра Шелеста, ну, то есть на наши оба канала. Сделайте это, пожалуйста, это очень важно. Станислав Ха. Алексей, здравствуйте. Какой шанс вы даете на то, что через 50 дней после неудачного летнего наступления России с Путиным будет разговаривать уже не Трамп, а Европа? Первое, чего вы взяли, что оно будет неудачно. Второе, как вы меряете критерии неудачи? Вы что, знаете реальные цели и задачи, чтобы потом сказать, что они их не достигли или достигли там на неположенное количество процентов? Третье, что такое разговаривает Европа? Кто такая Европа? Он Урсула, гинеколог. Урсула гинеколог. Ну вот недавно Макрон разговаривал по телефону с Путиным. Что изменилось в этой жизни? Это да. Если Значит, бы читали воспоминания Меркель, то она четко там пишет, что Путин с конца марта, с 26, по-моему, не был разговор, или 31 апреля марта 21 года не считает Европу вообще фактором в политике. Лет. Алексей, как вы смотрите на осторожную позицию грузинского руководства? Они сильно стараются не вступить в конфликт с сегодняшней Россией. Сильно стараются, и, видимо, это разумно для маленькой страны Грузии, которой не хватало еще попасть под российский каток. Мгм. Значит, так. А, Как Алексей относится? А это был уже этот вопрос. Я помню, вы относились к Евгению Панасенкову, и было бы. Это был вопрос. Следите за Он нашими мне встречами. как тип он мне очень нравится, да, Панасенко. Я люблю таких вот ярких людей, интересно. Значит, спросите, пожалуйста, Алексея, чем были вызваны нападки с его стороны на Григория Явлинского? Чувствовалось, что он вторил чьему-то мнению, чем честный и порядочный Явлинский помешал Арестовичу. Ничем он не помешал, замечательный человек, только очень слабый как политик. Вот и все. Мгм. Алексей, были ли планы на дальнейшую оборону в случае потери столицы Киева? Александр спрашивает. Там был полнейший бардак. У меня были планы на дальнейшую оборону. Если бы, ну, мы больше ожидали, что Киев таки окружат,
Потому что был период, когда противник под Нежином начал создавать группировку примерно из 17 бригад. И она должна была доокружить Киев. Киев же был окружен, если брать циферблат, с 12 часов до 6. Ну, где-то даже до 7. На Одессу еще можно было ехать. И с севера его должна была окружить группировка, которая пришла бы с Чернигова. Когда поняли, что они под Черниговым застряли и под Сумами, они начали медленно накапливать и под Нежином создавать большую группировку для того, чтобы окружить Киев с востока. И расчет был, что придется посидеть просто в Киеве, как в Сараево, да, окруженном. Годик там или сколько. Да, я помню, разговоры шли о том, что, возможно, полгода-год придется посидеть в окруженном Киеве. Вопрос, как тогда руководить, какова будет легитимность такого правительства в окружении, и как руководить фронтом на востоке и на юге, это, да, ряд вопросов дискутировался. Но основной сценарий, что Киев будет окружен, мы, помню, сидели. Вот, потому что из Киева никто не хотел уходить. Я помню, это считалось, что это будет потерей управления государством. А удастся ли создать некую Западную Украинскую республику, которая будет сопротивляться там на правом берегу, это был дискутабельный вопрос. Все решили, что нет. Держимся в Киеве до последнего, вплоть до. Поэтому, да, готовились к осаде. И дискуссии с партнерами, кстати, были о возможном преодолении блокады, там, под их гарантией, там, возможно, поставки вооружений и военной техники через блокады, воздушный мост. Вот это широко дискутировалось. Но основной сценарий был окружение Киева. И сидение в блокаде и уличные бои по периферии Киева. Вот такой был основной сценарий, который реально рассматривался. Возможен ли второй поход на Киев? Возможно, при определенных условиях. Но Путин, смотрите, он четко выполняет политические цели и, видимо, договоренность. Потому что 4 области и Крым, вот что их реально интересует. Свои, вот я лишний раз говорю, когда мне рассказывают, что я вам говорил, уже еще раз повторю, проклятый Путин хочет завоевать всю Украину, но потому как, куда он сосредотачивает основные усилия, это самый глупый способ завоевать Украину. Просто продавливать с востока на запад. Это 89 лет можно так завоевать всю Украину, как недавно посчитали, по темпам первых 2 кварталов этого года. Потому что если захватывать Украину, удары должны наноситься из Белоруссии, отрезающие от Западной Европы, Украины, от поставок, и на Киев, конечно, на столицу. Вот это тогда да. И у него хватает сейчас сил, чтобы с Киеву представить большие неприятности и даже напасть из Беларуси. Но они не делают этого. Они честно отжимают территорию имперского освоения. Что лишний раз... И они говорят, что они пусть в урезанном виде, но мы готовы на существование независимой Украины. Они прямо это говорят. Поэтому, тот способ, которым Путин воюет, и направление, это точно не про захват всей Украины. Это даже не про захват левобережья. И поэтому на Киев они не будут повторять эту авантюру, потому что они определились с политическими целями войны. Да, когда они начинали кампанию, когда была операция «Шок и трепет», был расчет на отставку или бегство политического руководства, и тогда новое правительство, совсем другая реальность. Условно, Беларусь. Тогда был сценарий. А если быстрая операция, которая привела к смене курса и режима? А когда пошла война на истощение, они поставили задачи захвата территории имперского освоения. Новороссии, Востока Украины, Севера. И честно ее выполняют. С точки зрения захвата всей Украины, это максимально бестолковый способ действовать по тем направлениям, по которым они действуют. Бестолковый и кровавый. Но, тем не менее, они честно решают задачу. Если бы хотели брать всю Украину или сокрушать власть в Украине, они бы пошли на Киев. И сейчас нашкребать 100 тысяч войск или 150, которые доставили бы Киеву крупнейшие неприятности, они могут. Могут реально прямо сейчас. Но не делают этого. Но, может, когда-нибудь на определенных условиях еще сделают, кто их знает. Зачем Келлог приехал? Килл будет продавать, с одной стороны, он координирует поставки вооружения и военной техники, там, да, вот это получите, это не получите, переговоры ведет. С другой стороны, наверное, финансовая помощь. С другой стороны, корректирует позицию на переговорах, которые все-таки, пусть очень формальные, но никуда не делись. Может разговаривать о послевоенном устройстве, может уговаривать Зеленского уйти от власти, провести такие выборы. Я думаю, что там сумма разговоров. Разговор, скорее всего, как по-американски, сценарный. Если так, то вот так, если так, так, если так, так. Сценарии обговариваются. 4 основных возможных сценария. Просто сейчас шутят. И Зеленский сам говорит, смотрите, Путин боится Америки, по Келлогу Путин не боится Америки. Таксисты говорят, что разговор 3 июля был предельно не боящийся, предельно жесткий. Но просто, скорее всего, существует договоренность, что американцы попросили не бить, и он не бьет.
К вопросу о том, выполняет ли Путин договоренности. Выполняет. Но не потому, что он слабый, а потому что люди попросили, он сказал, ну окей, для создания более дружественной атмосферы для российско-американских отношений бить по Келлогу мы не будем. Опять же, для них это выгодно покопить вооружение, военную технику, боеприпасы, чтобы потом опять делать массовые удары. Ну, удары Ну по западу Украины идут аж бегом там, да, как бы, и не только по западу. ну, смотрите, когда говорят, это много же шуток вот этих, вот Келлог сейчас лучше всякого ПВО, киевляне говорят, а давайте туда его поселим, а потом там на Троещину, а потом там в Голосеевский район, еще куда-то. Когда надо, они бы били. Били бы и по Келлогу там, или в присутствии Келлога. Вопрос в том, что ну, там старая дипломатическая школа. Как Пенгагенская и Венская конвенция запрещают причинять действия, которые мешают ходу переговоров. В момент, когда идут переговоры. Американская и российская сторона в переговоре не только по Украине, а по целому комплексу вопросов. Бить, условно говоря, по спецпредставителю, по городу, где находится спецпредставитель с миссией президента Соединенных Штатов, это наносить личное оскорбление президенту Соединенных Штатов. Так не делается. Не потому, что они слабые, а потому, что они сохраняют переговорный трек. Они не ставят Трампа в условия, когда он будет вынужден терять лицо и лишается возможности хоть для какого-то маневра в рамках переговоров. Что, между прочим, сделал Трамп, когда пообещал Путину крупные неприятности спустя 50 дней, но мы об этом уже говорили. Россияне просто гибче, умнее, вот и все, и дипломатия. Ну, еще один вопрос для того, чтобы в финале, потому что несколько вопросов было ну, Угу. там, большом количестве вопросов в сообществе YouTube и везде. Угу. Значит, ну, свежее заявление выходит Тэмми Брюс из Госдепа. Она говорит о том, что Трамп теряет терпение, оно не безгранично у него по вопросу Украины. Решение предоставить Украине дополнительное оборонительное вооружение является указанием на это. Ну и, собственно, почему много вопросов? Вышел Трамп лично уже, мы в прямом эфире, поэтому это как самое свежее. Фальсификации Эпштейна отвлекают от успеха республиканцев. За 6 месяцев и добился большего, чем, наверное, любой президент в истории нашей страны. И все эти люди при поддержке фейк-ньюс и изголодавшихся по успеху демократов хотят говорить только о фальсификации Джеффри Эпштейна. Мошенничество, фальсификация, единственное, в чем они хороши, у них нет программы, ну и, в общем, понятно. Очень много вопросов и просьб прокомментировать ситуацию с Эпштейном в Америке, только и разговоров о некоем списке и о том, что Трамп покрывает и замешан. Это главная претензия его избирателей, потому что он шел на кампании, что давайте вот я все продемонстрирую, все скрою, все покажу. У его избирателей разные полярности. От того, что там нехорошие люди были, включая самого Трампа, заканчивая крайними мнениями, что там из детей добывали чуть ли не это какое-то вещество, которое они себе вкалывают, богатеи, чтобы дольше жить и так далее. Я, когда рассказывают мне, когда говорят, почему Украина борется за поход на Запад, на Западе справедливый суд. Ну вот вам справедливый суд по вопросу списка Эпштейна. Федеральная судья когда приняла решение, что все списки публиковать? И как-то не публикуются до сих пор, хотя суд принял решение. Поэтому это очень спорный, дискутабельный вопрос, скандальный размер, который как это приобретает, и вопросу там, почему Трамп так упорно действует против обещаний своих же, которые он давал своему электорату, и предпочтений и ценностей своего электората, заканчивая вопросом, а что теперь такое американское правосудие в этой ситуации? Его отношения с высшей государственной властью. Поэтому, да, это большая скандальная тема. Кто не знает, это педофильский скандал, где там звезды Голливуда насиловали маленьких детей, развратные действия по отношению к ним чинили и прочее, прочее. И там уже в версии строится, что и Трамп там в этих списках. Но пока мы видим, что что-то или кто-то сильно ему мешает выполнить его же обещания по полному обнародованию одновременно с убийством Кеннеди и всем остальным, того, что вообще происходило по списку, в логике того, что вокруг Эпштейна творилось. И вот, и там же не только Эпштейн, там постоянно там, эти закрытые вечеринки, да, это постоянный рефрен совершенно определенных тусовок в Америке и вообще на Западе. И вот вопрос от католической церкви, заканчивая там масонами американскими, условно говоря. Поэтому
Чего он так вдруг резко переобулся и поменял курс, это большой вопрос. Трамп, потому что обещал полностью разобраться, там стучал как это, по трибуне башмаком, каблуком, и электорат в значительной степени голосовал по этому, потому что скандал был во время предвыборной как раз. А теперь, видите, это фальсифицировано, он говорит. Не все так однозначно. Ну, самое простое человеческое объяснение заставляет нас предположить, обывательское, точнее, не человеческое, предположить, что там какие-то друзья Трампа попали, заинтересованные лица, спонсоры, и они просят притормозить или объявить ту часть списка, где они, объявить фальсифицированной, а вот там, где демократы, настоящие. Ну да. Но мы же не знаем, как на самом деле. Будем следить за развитием этой истории. Будем следить. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо, Зайн. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно.